Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 17 по 23 июня. Давайте узнаем, что же подскажут карты для вашего знака зодиака. Будем реалистами, всегда говорю об этом. Потому что жизнь, во-первых, не бывает полностью предсказуема, да и карты, они не расскажут о том, что вы чувствуете, каждый из вас. Это общие тенденции, и поэтому, я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какая-то подсказка для вас все же будет. Итак, в нашем еженедельном прогнозе мы зададим традиционные вопросы. Первый, что важно знать? И первая карта. Что же для вас, мои дорогие львы и львицы, важно знать в этот недельный период? Две. Ладно, оставляем. Неожиданности, чего не избежать. Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что вас будет радовать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег на этой неделе. Личная жизнь. Что же важно? Две карты. Ух ты, победа. Победа и, кстати, к новым вершинам, высотам, каким-то новым вариантам сотрудничества, к новой работе, к какому-то новому взаимодействию. И нам вообще эта карта хорошего настроения. Это карта легкости на подъем, карта спонтанности маршрута, карта каких-то умопомрачительных желаний и возможностей. По этой карте мы можем приступить к делу, в чем не считаем себя специалистами или профессионалами, а у нас получится лучше, чем у профи. И это откроет какие-то вообще перед нами новые горизонты. Поэтому главное не сидеть пригорюнившись и не ставить перед собой табу. И карта-то, вот посмотрите, первая у нас выпадает. Это карта победителя. Вам победа какая-то на этой неделе в руки идет, мои дорогие львы и львицы. Но карта не говорит: лев, ты можешь расслабиться. Нет. Тут самое интересное что-то начинается в вашей жизни. Причем то, что, знаете, так как вот игра жизни завораживает. Ведь это игра. Игра буквально потому, что нам изображен жонглер. И нам говорят: пробуй, пока не надоест или не получится. Поэтому как сохранять придется вот эту победу, как сохранять какие-то полученные результаты. Вам придется быть внимательным к тому, что у вас уже получилось осуществить. И не успокаиваться, а идти вперед. Может быть, как новые люди, как какие-то новые возможности по заработку, новые клиенты для кого-то. Два корабля, один из символов Меркурия. И тут и про деньги, тут нам и про контакты, тут нам и про поездки, и про переезды, и вообще про какие-то новые интересы совершенно. Вау, надо же, какое сочетание у вас классное. Ладно, неожиданности. По Луне еще пока 1000 неопределенностей. Да, нам говорят, выглянет солнце, все встанет на свои места. Ты пока далеко не забегай. Пока не давай каких-то обещаний. Держись в том фарватере, где твое место безопасности. Кстати, вот это придется учитывать. Потому что по Луне, а у вас впереди такие карты, все то, что я перечислила, это какой-то, знаете, как душевный подъем мы можем испытывать и не видеть каких-то подвохов. А по Луне нам говорят: нет, лев, где-то притормозить придется, потому что твоя безопасность в твоих руках. Мы можем поторопиться и буквально оступиться. Карта не говорит, что это что-то глобальное, но и зачем нам какие-то оплошности, поэтому будьте внимательны. Или в целом говорит, обстановка будет еще меняться. Вот это тоже учтите. Чему сейчас не время? От чего-то отказываться. Рассмотреть все. Я уже об этом сказала. Правда, не повторяюсь. Не время, знаете, выяснять отношения. Или кому-то что-то доказывать. Или, в принципе, какие-то такие жесткие вердикты выносить. Вот это всему то, что так вот жестко, холодно, сурово, вот этому точно не время. Все то, что я перечислила по предыдущим картам, это просто позиция дополняет. Что вам будет помогать? Ух ты, вот правда, ну, легкость на подъем. Это карта колеса фортуны. Это вообще рулетка судьбы. Но это правда, игра жизни завораживает.
И это добавляет как и оптимизма, как и возможностей. Может быть, это те возможности, которых вы даже не ждали. Тут быть готовым к тому, что придется делать из разряда того, чего вы не делали. Или вам отправиться туда, куда вы не собирались. Или могут возможности к вам прийти каким-то совершенно другим путем. Тут самое главное в статике не находиться, не замыкаться в каком-то ограниченном пространстве. И, мои дорогие, что вам помогает, когда вы держите руку на пульсе и будете готовы к неожиданностям? Что-то не отложите на завтра, а будете, совсем буквально взаимодействовать именно в данном моменте, здесь и сейчас. Может быть, совершите важный звонок, если не сумеете куда-то поехать. Сказать «я в теме» или «да, я рассмотрю». Мы не говорим по этой карте ни да, ни нет. Вот это обратите внимание. У вас жонглер. Это важно знать. То есть вердикты мы не выносим. Этому сейчас не время. А вот так вот красиво как-то, элегантно, не сказать ни да, ни нет, чтобы и не отказаться, и какой-то себе запасной аэродром оставить. Ведь пока луна, еще пока непонятно, и нам еще не говорят о том, что мы можем на что-то опереться. Но уже на какие-то ваши победы и подвиги, мои дорогие, определенно вы должны их зафиксировать, как застолбить. То, что у вас вот приходит в виде успеха, вот это придется удерживать. Что скрыто? Период стабильности. Ничего никто не скрывает. Может быть, это вам где-то говорят, будь аккуратен с деньгами. Потому что, нам уже сказали, Луна. Хотя сама по себе это карта якоря. И вы знаете, вот в тех событиях, которые начнутся на этой неделе, вполне вероятно, или какое-то дело, которым вы займетесь, в последующем будет материальный какой-то успех. Или будет как финансовая стабильность, безопасность. Что-то будет по финансам вас вести по более уверенному фарватеру. Это можно расценивать как дополнительную, может быть, работу. Именно тот вид деятельности, где во все века и времена вы получите свой плюс, к примеру, так. Или это какой-то доход, где тоже у вас будет, что бы там ни происходило, а у вас все равно, какая-то копеечка все равно будет приходить. И вот скрыто как раз вот то, что на этой неделе развивается в одном из направлений. Вот этот как якорь может быть. Поэтому будьте внимательны. Все то, что по верхнему ряду сказала, для вас очень актуально. Дела, работа, бизнес, правда, деньги. Получение денег, получение больших денег, крупной суммы денег. Для вас тут какие-то возможности по финансам. Тут вообще могут какие-то быть совершенно иные финансовые перспективы. И у кого-то это могут быть вопросы, связанные с недвижимостью, у кого-то с семьей. Или, конечно, это могут быть еще как помощь семьи или получение денег вашим партнерам. Или дела, которые именно тоже как-то с семейными вопросами увязываются. Может быть, по документам, может быть, по каким-то согласованиям. Неважно. Десятка пентаклей, мои дорогие, это карта финансовой прибыли, это карта уверенности, это карта возможностей, это карта стабильного периода, когда у нас что-то получается со знаком плюс, и конкретно денег. В деньгах, а вот сложновато будет, вот где-то крутиться придется. И этот жонглер по карте нам ведь тоже напоминает, пробуй, пока не надоест или не получится. Поэтому есть смысл что-то продолжать. Но от вас вот это какая-то чехарда или сам по себе темп, ритм, он будет вызывать усталость. Видимо, сама по себе усталость будет для кого-то из вас, смотреть, чем вы занимаетесь. Может быть, ваша работа, она как раз и требует очень большой пунктуальности. Или она требует концентрации внимания, холодного рассудка. И тогда вы должны отдыхать. Иначе уставшие люди делают ошибки. Вы можете сделать какую-то ошибку. Может, у кого-то трейдинг, правда. Тут тогда вот это будет очень актуально. Или что-то подобное. Кто-то на бирже работает. Такое ведь тоже. Там все строится именно, как и есть определенные алгоритмы, которые нужно знать. Так нужно же постоянно концентрировать себя на том, что происходит. А для всех остальных, мои дорогие, это просто будет как подсказка. Если, допустим, много каких-то занятий для вас, то все равно полноценный отдых, он мобилизует ваши силы и восстанавливает, и одновременно
делает ваше мировосприятие более четким, более понятным. Из концепции как раз, что уставшие люди могут делать ошибки в личной жизни. Ну, тут нам показаны, например, те отношения, которые уже сложились. Все-таки королева кубков – это или супруги проходят, или наши партнеры, может быть, вы проживаете вместе, или какая-то дружба, вы, ну, тоже вместе, как пара. Неважно, там нам не показывают оформленные, не оформленные отношения. Но это те люди, когда мы с ними вроде как на одной волне. По этой карте вам могут также говорить, что тебе придется, Лев, где-то лавировать между материальными вопросами и личной жизнью. Потому что прежде это была королева-русалка, когда ты изображали королеву кубков. Или слушать свою интуицию. Я не могу сказать, что какие-то перемены тут в принципе по личной жизни, мои дорогие львы. Хотя я не могу этого отрицать, у вас все-таки десятка пентаклей, и поэтому, если только перемены со знаком плюс, мои дорогие, вот такое я могу предположить. Или какие-то еще интересные события. А у кого-то из вас это может быть и новое знакомство. Я не говорю про всех, но тогда я могу предположить, что будет тот человек, который будет с вами на одной волне. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.